Друзья, всем привет! С вами я, Максим, и вы на канале Moto Maximus. А это Yamaha Super Tenere, мой мотоцикл, на котором я уже не первый год путешествую. И вот как-то так этот мотоцикл выглядит в те дни, когда я катаюсь на нем на работу или же между городами. Я давным-давно не отстегиваю боковые кофры, потому что однажды, померив рулеткой ширину руля и ширину кофров, я понял, что ширина одинаковая, и, соответственно, если мой руль в пробках проходит, значит проходят и кофры. И уже давным-давно катаюсь с ними. Но, когда я еду в какое-то путешествие, плюс к этим двум боковым кофрам у меня добавляется центральный кофр, собственно, вот этот оригинальный кофр от Yamaha. И так как я жуткий плюшкин, плюс к этим трем кофрам очень часто в путешествия я еще на место пассажира ставлю большую дорожную сумку. Вот эту сумку. Дело в том, что я путешествую один, и место пассажира всегда у меня чем-то занято. Ну, преимущественно либо этой сумкой, либо есть еще сумка поменьше. Понимая, что путешествую один, в прошлом году я использовал подножки пассажира и переделал их в площадки для загрузки туда канистр. Вот, допустим, эта темная канистра для перевозки воды, есть такая же еще красная, и в том случае, когда здесь нужно перевозить бензин. Ну и, собственно, после подножек дошло дело и до пассажирского сидения. И, если честно, у меня уже давно в голове была идея отказаться от этой большой сумки и отказаться от этого центрального кофра. Отказаться не потому, что они мне не нужны, а потому что вот на этом месте у меня появилась идея создания большого центрального кофра для одиночных путешествий. Эту идею навеял мне один путешественник, с которым я встретился на российско-украинской границе еще много лет назад, когда путешествовал на Yamaha Fazer. Это был путешественник из Германии, он ехал на BMW GS, у него не было боковых кофров, но зато стоял центральный кофр, и точно такой же второй центральный кофр стоял на пассажирском месте. Причем все это было так грамотно организовано, они стояли рядышком, скреплены, видать, какая-то была специальная площадка сделана. И, в общем, эта идея давно мне понравилась, и вот теперь я решил ее реализовать на этом мотоцикле. И задумав реализацию этого проекта, я пошел тем путем, который предлагает нам, собственно, производитель, компания Yamaha. Дело в том, что убрав водительское сиденье, вы откручиваете два болта, которыми крепится пассажирское сиденье, и, собственно, убираете его в сторонку. Возвращая водительское сиденье на место, вы получаете практически одну плоскость. За водительским сиденьем у вас начинается такая хорошая площадка, тут есть кольца для крепления груза. Но дальше у вас опять идет подъем той самой площадки, на которую крепится центральный оригинальный кофр. Но если убрать эту площадку, а на ее место поставить вот эту оригинальную площадку, которая идет с мотоциклом, вы получите одну плоскость. На эту плоскость вы можете крепить какие-то грузы. И вот как раз таки получив вот эту одну плоскость для крепления багажа, которую задумала компания Yamaha, я и начал проектировать крепление своего центрального кофра. Вооружившись линейкой, лазерным уровнем, карандашом и воскресив в памяти все те знания, которые получил в школе на уроках черчения, я сел за проектирование той площадки, которая будет устраивать меня. И, собственно, проектируя вот эту большую площадку, я преследовал две цели. Во-первых, она должна быть функциональной, она должна быть удобной, чтобы на нее можно было, в принципе, поставить вообще все, что угодно и притянуть ремнями. То ли это большая сумка, то ли это, не знаю, коробка какая-то, все что угодно, не знаю, там, дровишки из леса там накидал, притянул и повез. А во-вторых, она должна была быть создана функционально так, чтобы к ней в любой момент можно было пристегнуть большущий центральный кофр, в который у меня бы поместилось вообще все мое добро, и также удобно он отстегивался. Ну и, собственно, чертежи на бумаге превратились в вот такую площадку. Изготовлена она из 3-миллиметровой листовой стали. Вырезано это все на плазморезе. Надо отдать должное ребятам, к которым я обратился. Они находятся в городе Минеральные Воды. Они перевели мой чертеж, сделанный на бумаге, в вектор. И плазменный станок все это вырезал. Ну, потому что я мог это все сделать и руками, но я не знаю, сколько дней бы я на это потратил и сил. А так это все отлично, и в принципе цена-качество меня устроила. Плюс ко всему, вот эти ушки были вырезаны ровными, я их согнул, подогнул их так, чтобы они стали на родные места крепления, где у нас крепится сиденье пассажира.
Ну а после всех подгонок и всех притирок я отдал эту деталь на порошковую окраску моим друзьям. Они выполнили мою просьбу, я попросил, чтобы покрытие было толстым и напоминало такой вот молотковый эффект. Максимально долго прослужило, так как эта деталь будет постоянно находиться под дождем, под солнцем. Итак, давайте пару слов по этой площадке, чтобы сразу было понимание, почему такая форма, для чего все эти вырезы. Ну, во-первых, вот эти ушки изогнутые, вот я вам их показываю более крупным планом. Их я изогнул и подогнал специально под те места, под те болты, где крепятся родные штатные вырезы, где крепится сиденье пассажира. Вот эти вот 4 прямоугольных выреза, эти вырезы я сразу запроектировал под соединение с верхней площадкой, к которой будет прикручен мой, собственно, большой кофр. Позже я вам покажу и объясню, как это работает. Вот эти продольные вырезы по всему периметру, я их сделал для того, чтобы я мог в любых сочетаниях, хоть поперек, хоть вдоль, хоть по диагонали, что-то крепить к этой площадке с помощью ремней, да, там стяжек каких-то, в общем, в любой композиции я могу завязать. А вот эти вот, собственно, круглые отверстия в центре площадки, 3 из них технологические отверстия, через которые я закручиваю болты, когда креплю ее, а остальные сделаны для того, чтобы облегчить эту деталь. Дополнительно высверленные дырки помогли мне облегчить эту деталь на полкилограмма. Ну, довольно-таки существенный вес при учете, что на мотоцикле мы гоняемся за каждым килограммом. Значит, я ее спроектировал таким образом, чтобы вот этими 2 ушками оно уходило под водительское сиденье и крепилось 2 болтами на те места, куда крепится пассажирское сиденье. А вот эти 4 болта, которые уже вкручены в металлическую площадку, они входят вот сюда, в вот эту вот грузовую площадку, родную от Yamaha. Видите, тут уже сразу заводские есть 4 дырки. Я решил ничего не изобретать, ничего не сверлить и посадить эту площадку именно на них. Она на них одевается, и, соответственно, сверху мы кладем шайбы и болтами с гравирами все это притягиваем. И вот эта вот оригинальная ямаховская площадка, сейчас я ее затяну, и она уже по сути навсегда останется прикрученной вот к этой металлической платформе. Объясню почему. Потому что отдельно она мне не нужна, а если я вдруг буду снимать металлическую платформу, то я буду ставить пассажирское сиденье, и я буду ставить черную вот эту вот площадку, которая служит для того, чтобы к ней пристегивался оригинальный центральный кофр. Поэтому у меня будет либо такой вариант, либо вариант с оригинальным центральным кофром. И поэтому эта площадка здесь, сейчас мы ее затягиваем и прикручиваем уже непосредственно к мотоциклу. Ну и, собственно, вот и все. Оригинальный багажник от Yamaha я прикручиваю к своей металлической платформе. Я снимаю водительское сиденье, и происходит процесс установки этой площадки, соответственно, новой, на мотоцикл. Вот здесь вот впереди мы крепим ее на, как я уже и говорил, на оригинальные места, на те же, куда крепится пассажирское сиденье. В чем плюс этого крепления? Его невозможно открутить до тех пор, пока ты не снимешь водительское сиденье. Ну и после мы вставляем 3 болта, которыми крепится оригинальная платформа от Yamaha. Мы их вставляем вот через те самые технологические отверстия, которые я заранее сделал в своей металлической площадке. Вставляем, и прямо через эти технологические отверстия у нас есть возможность их закрутить. Все это затягиваем, и по сути площадка на месте. И по итогу 3 больших болта затянуты здесь через технологические отверстия. Ими крепится родная площадка от Yamaha, которой уже 4 точками закреплена наша металлическая пластина. И плюс 2 болта вот здесь на местах крепления пассажирского сиденья. И теперь нам остается только защелкнуть водительское сиденье, и вуаля, площадка готова. Ну что, можно сказать, что первый этап проекта топ-кейс для интроверта готов. Площадка изготовлена, она покрашена, способ крепления я вам показал. Ну а теперь давайте порассуждаем по поводу плюсов и минусов, которые уже сразу напрашиваются, как только мы ее прикрутили.
Но давайте начнем с плюсов, потому что именно за ними я охотился. Я, по сути, лишился неиспользуемого пассажирского сидения и неиспользуемого крепления центрального кофра, потому что каждодневно я мотаюсь с боковыми кофрами и, по сути, вот все вот это место, ну, максимум я могу какой-то шлем поставить, его сеткой притянуть. Теперь же у меня на мотоцикле всегда со мной площадка размером 34 на 60 сантиметров. У нее куча крепления для строп, всяких сеток и всего остального. Соответственно, когда я откуда-то там еду с работы или куда-то просто мотаюсь по делам, и мне нужно что-то габаритное забрать, что не помещается в чемоданы, я без проблем это поставлю на площадку, притяну ремнями, которые всегда буду возить с собой, и все, и поехал, повез куда тебе нужно. Это тот большой плюс, за которым я охотился. А вот из минусов надо признать, что я лишился боковых ручек. Вы знаете, у кого Super Tenere здесь установлены две обалденные такие мощные большие ручки. Они предназначены для пассажира, чтобы он за них держался, но также они очень удобные, когда ты поднимаешь мотоцикл на центральную подставку или же просто когда куда-то его катишь, я всегда брался за нее и перекатывал мотоцикл. Пришлось их лишиться по той причине, что я хотел максимально широкую площадку, а наличие этих ручек очень сильно урезали габариты моей площадки. И дело не только в площадке. Если бы я оставил ручки, то мне пришлось бы и подбирать центральный кофр. Большой сюда тоже намного и намного уже, чем я могу подбирать его, имея площадку на всю ширину. По сути, с этим минусом я уже придумал, как мне бороться, когда я уже финально все закончу и немного покатаюсь. Я вот здесь вот между двумя или тремя вот этими вырезами я прикручу стропы, как у меня, допустим, на DRZ установлены на эндурике те стропы, за которые мы обычно вытаскиваем мотоциклы из грязи. Вот здесь аккуратненькие стропы прикручу, и по сути они мне будут так же помогать, как и те ручки. Я всегда смогу за них взяться и мотоцикл куда-то подтянуть или поставить на центральную подножку. Поэтому плюс на минус. Меня все, признаюсь, устраивает, мне все нравится. И самый главный плюс этого проекта, чем я очень и очень доволен, он в том, что я завтра в течение 15 минут, если мне это не нужно будет, я вот тут откручу тут 2 болта, тут 3 болта, все это уберу, прикручу пассажирское сиденье, прикручу крепление центрального кофра, все это поставлю и поеду там вдвоем, если мне нужно будет, или один, но уже вот в такой комплектации. Ну и, конечно же, имея такую замечательную площадку на мотоцикле, самое время перейти к тому самому большому центральному кофру, ради которого все это и затевалось. Когда я только начинал этот проект, в первую очередь почему-то мои мысли были направлены в сторону алюминиевого кофра. Я обратился к производителям. Ну, в частности, компания Zubr Case, с ними я вел переговоры. Они предложили мне довольно-таки неплохой вариант. Кофр в том размере, в котором я хотел. Они были готовы изготовить его из алюминия. В принципе, я от этого отказался по двум причинам. Во-первых, кофр довольно-таки тяжелый получается, который они изготовят, это раз. А два, это то, что у меня остаются боковые пластиковые чемоданы. Ну и я пока не вижу смысла сюда ставить металлический ящик. Если я однажды перейду к алюминиевым боковым кофрам, тогда, наверное, логично будет поставить и сюда алюминиевый кофр. Но пока эти пластиковые, соответственно, я начал искать и центральный пластиковый кейс. Я в интернете находил очень много вариантов, предлагаются такие крутые ящики, они там противоударные, водонепроницаемые, на них и стоять можно, и все что угодно делать. Но там ценник просто неподъемный. Ящик вот в таком размере, как мне нужно было, ну, повторюсь, где-то это там 35 сантиметров на 60, он там стоит, ну, не знаю, под 30 тысяч денег, каких-то, ну, нереальные цифры. Соответственно, я от этой идеи отказался, и потом один из моих друзей, я ему очень благодарен, подкинул мне шикарную идею. Он сказал: слушай, ты знаешь, говорит, я однажды, говорит, мечтал вот сзади, чтобы у меня стоял такой большой, говорит, ящик инструментальный, в который я бы все складывал, на колесиках еще. Я думаю, слушай, какая шикарная идея. И, соответственно, я начал штудировать интернет, начал штудировать магазины, которые продают строительный инструмент, и в том числе профессиональные инструментальные ящики для перевозки, переноски крупногабаритного тяжелого инструмента. Ну, не какие-то там сопливые ящики, да, которые продаются там в Leroy Merlin, а уже такие серьезные стационарные ящики. И, к своему счастью, я нашел на сайте магазина всеинструменты.ру, я нашел у них ящик, который подошел мне не только по габаритам, но еще и по стилистике. Соответственно, вот он, этот ящик. Вы видите, да, что он выполнен в той же стилистике, что и мои кофры.
Он сделан из пластика и из металла. Соответственно, сочетается неплохо, ну, немножечко тон отличается, но это уже мелочи. И надо сказать, что мне вот с этим ящиком подфартило безумно. Я увидел его у них на сайте. Сразу попытался его заказать, связался с Москвой. Москва говорит, их больше нету и будут завозиться там неизвестно через сколько. Я говорю, мне такой ящик нужен, закажите его, пожалуйста, для меня. В общем, они мне перезвонили через день и сказали, вы знаете, у нас остался один такой ящик, говорит, он лежит в городе Ставрополь. Я говорю, срочно бронируйте его для меня. Ну, соответственно, поехал, забрал этот ящик себе. Итак, по сути, это ящик для инструментов, ящик на колесиках, его очень удобно катать, переносить. У него есть вот такая выдвижная ручка, такая же ручка используется на чемоданах туристических. Я уже, вы знаете, когда установил этот кейс на мотоцикл, я вот эту ручку обнаружил для нее очень неплохой функционал. Когда мы где-то останавливаемся, нам всегда некуда деть шлем. И вот если вот эту ручку вот так буквально чуть-чуть поднять, как раз на нее надевается шлем, он здесь висит и никуда не падает. Соответственно, когда вы где-то на таможне там переезжаем куда-то, шлем сюда одел и спокойно поехал, он тебе не мешает. Не надо его под сетку куда-то засовывать или одевать. Вот сразу такой вот девайс у меня появился неожиданно. Ну и плюс ко всему я планирую вот на таком вот выдвинутом состоянии крепить еще сюда камеру GoPro. Посмотрю, какой будет ракурс. Возможно, он тоже будет интересный. Функционал ящика этот, в принципе, не особо широкий. У него есть колесики, у него есть ручка, повторюсь. И у него есть отстегивающаяся вот эта верхушка. Здесь 4 петли, которые я доработал. И снимается вот такая крышка. Крышка довольно-таки жесткая, потому что, повторюсь, этот ящик инструментальный, и он рассчитан на то, чтобы вы на него становились ногами. Он рассчитан на то, чтобы тут даже есть такое место с линейкой. В общем, какую-то доску клали, отпиливали ее и все остальное. Соответственно, вот эти вот клипсы, они просто защелкивались. Соответственно, ящик никак не замыкался. Я решил врезать вот в эти клипсы замки. Подобрал нужные замки. Теперь все 4 клипсы у меня эти замыкаются. Соответственно, когда я где-то бросаю мотоцикл, ухожу от него, я могу их закрыть, и все, и ящик получается закрытый. Плюс ко всему я доработал крышку. Вы видите, вот на ней уже здесь стоит резинка. Я прикрутил 4 нержавеющих крючка по аналогии с моими боковыми кофрами, чтобы я мог еще сверху что-то к этой крышке крепить. Кстати, вот то, что она отстегивается полностью, я вначале вот, немножечко меня это парило, думаю, лучше бы она, наверное, вот так открывалась на петлях, как всегда. А потом я вспомнил, что когда я путешествую, я очень часто останавливаюсь и запускаю коптер. Так вот, когда я загружаю квадрокоптер, подгружаю его к телефону, мне всегда его нужно куда-то поставить, потому что в руках не очень удобно. И вот теперь эта крышка, я ее снял, положил куда-то на землю, и коптер, чтобы не на пыль куда-то класть, а вот положил на крышечку, все, загрузил его, и он с нее полетел. Поэтому вот уже это такие первые на ходу идейки, которые у меня появились. Ну и, соответственно, сам чемодан, так как он состоит из 2 элементов, точнее из 3, да, снизу пластик, сверху пластик, а посередине металл. Я все это просмотрел, и он не герметичный, соответственно, все эти соединения не были промазаны герметиком. Но так как я его буду использовать на мотоцикле, соответственно, я все стыки, все швы прошел горячим герметиком, пистолетом, все пролил снаружи и изнутри. Я надеюсь, что кофр после этого станет водонепроницаемым. Скорее всего, так и будет. Но мы, конечно же, на ходовых испытаниях это все узнаем. Ну и плюс ко всему, для того, чтобы он более эстетичным был, я его внутри обклеил материалом, вот знаете, которым обклеивают машины внутри, когда подиумы делают или еще что-то такое. У меня его в избытке, поэтому заклеил. Вот он такой внутри стал приятный, мягенький, кайфовый. Ну и, в общем, соответственно, я нашел вот этот вот ящик, который, кстати, крышка ставится и так, не принципиально, она всесторонняя. Я нашел вот этот ящик, заказал его, счастливый забрал. И, соответственно, начался момент, мне нужно было соединить этот ящик, соответственно, со своей платформой. Он должен легко к ней пристегиваться, легко от нее отстегиваться. И по итогу должен еще как-то фиксироваться, чтобы его нельзя было снять. Ну, соответственно, он пластиковый, низ у него пластиковый, а платформа у меня железная. Пластик с железом, не особо ты сдружишь, поэтому я изготовил вторую ответную пластину. Она значительно меньше, вот вы ее видите. Она значительно меньше, она сделана
под размеры непосредственно этого чемодана. Здесь вот сделаны вырезы с учетом того, что здесь колесики есть. Колесики самая нижняя часть, чтобы еще колесики катались и все остальное, чтобы он сохранил свой функционал. Ну и, соответственно, было изготовлено дополнительное крепление, ответное крепление для вот этой пластины. Вы помните, я вам говорил, что в основании, в основной пластине вырезаны 4 квадратные отверстия. Так вот, под эти квадратные отверстия здесь сделаны, вы видите, 4 таких усика. Суть в чем? Вы опускаете их туда и продвигаете, защелкиваетесь, оно все сжимается. Плюс ко всему, вот здесь в конце будет стоять фиксирующий механизм, фиксирующая кнопка на ключе. Кнопку уже заказал, едет с AliExpress, но вот пока что еще не установил, но потом в процессе, в съемках, как-нибудь в каком-нибудь эпизоде обязательно ее покажу. Ну и, собственно, сам ящик я изнутри просверлил в 10 местах. Вот в эту платформу я поставил резьбовые заклепки и изнутри, соответственно, это все прикрутил, предварительно промазав герметиком, опять же, чтобы сохранить водонепроницаемость. Ну и смысл этого крепления очень простой. Когда я подхожу с ящиком к мотоциклу, мне достаточно совместить крепление и задвинуть ящик на полозьях. Пока идет мой замок фиксации, который будет вот здесь врезаться, он будет на ключе, для того, чтобы никто, кроме меня, не мог отстегнуть этот чемодан. Я вот здесь вот сделал небольшое такое отверстие и поставил резьбовую заклепку, соответственно, для того, чтобы я мог вот здесь вот болтом просто-напросто уже зафиксировать эту площадку, и она никуда не делась. Это решение временное для того, чтобы я уже завтра-послезавтра мог как-то провести какие-то ходовые испытания, прокатиться с этим ящиком и понять, что удобно, что неудобно, и вообще посмотреть, как он себя ведет в дороге. И надо еще отметить, что когда я проектировал именно вторую площадку, которая прикручивается к чемодану и пристегивается к основной, я ее спроектировал так, что при пристегнутом кофре у меня все равно остаются видны все мои вот эти вот прорези, которые я делал под ремни, под стяжки. Соответственно, я рассчитывал на то, что всякое может в дороге случиться. У чемодана там замки сломаются, крышка откажет или еще что-то, или просто он весь разболтается на креплениях. И я всегда смогу этот же чемодан притянуть к основной пластине с помощью каких-то строп, с помощью каких-то стяжек. Соответственно, если какой-то форс-мажор в дороге случится, я всегда смогу его дополнительно зафиксировать. Ну, в общем, друзья, вот такой вот проект. Понимаю, что он неоднозначен, понимаю, что многие из вас будут его критиковать и скажут, что за бандура, некрасиво и все остальное. Но, друзья, жизнь одна, хочется экспериментировать, хочется пробовать что-то новое. Мне на сегодняшний момент кажется, что это очень клевая идея лично для меня, для моих одиночных путешествий. Именно поэтому в процессе создания вот этого вот всего у меня и родилось название «Топ-кейс для интроверта». Ну и давайте дам вам еще немножечко цифр для того, чтобы, возможно, какие-то комментарии уже сразу на них ответить. Итак, стоимость проекта. Я вам говорил о том, что я обращался в компании, которые изготавливают центральные кофры, и вот непосредственно я общался с Зубр-кейсом, которые были готовы изготовить мне вот такой вот большущий алюминиевый ящик, и они мне называли цену за этот ящик 25 тысяч рублей. Я считаю, что это недорогая цена, однозначно. Я думаю, что за такой ящик это вполне приемлемая цена, тем более ребята уже делали такие ящики, они мне даже скинули несколько фотографий того проекта, который они реализовывали, и в принципе нет у меня вопросов никаких к цене. Но теперь давайте посчитаем, во что мне обошелся мой проект. Итак, этот чемодан с сайта магазина всеинструменты.ру стоил мне 6 тысяч рублей. Резко вот этих вот всех металлических деталей, площадки одной, площадки второй. Напомню, я отдал чертежи бумажные, ребята перевели их в вектора и на плазморезе все это вырезали. Соответственно, эта работа мне стоила еще 3000 рублей. Итого 6,3 это уже 9. Плюс мне покрасили это все порошковой краской. Признаюсь, с меня денег не взяли, потому что это мои близкие друзья. Но я так думаю, что эта покраска обошлась бы мне еще, наверное, где-то в 1000 рублей. Поэтому давайте эту 1000 рублей тоже посчитаем. И, соответственно, у нас уже этот чемодан стоит 10 тысяч рублей. Ну и еще, я думаю, стоит накинуть 1000 рублей на всякую мелочевку, вот на эти замочки, да, тот замочек, который идет с AliExpress, там болты какие-то, гайки, шайбы и все остальное. Ну, плюс я вот здесь вот там герметик потратил, обклеил. В общем, по итогу, друзья, если учитывать, что я бы заплатил за порошковую окраску,
этот проект обошелся мне в 11 тысяч рублей. Дорого? Я считаю, недорого. Насколько он будет долговечным и функциональным? Ну, конечно же, жизнь покажут километры пройденных дорог с ним. Мы это скоро с вами все узнаем. Ну и, соответственно, друзья, давайте еще пару интересных цифр. Сколько же я теперь везу с собой веса, когда отправляюсь в путешествие? Раньше я ездил с сиденьем, с площадкой задней, с центральным кофром и с сумкой. Я взвесил все то, что я открутил и снял с мотоцикла, и взвесил все, что я прикрутил. Обе металлические площадки и кофр. И да, я прибавил в весе, прибавил 6 килограмм. Ну, конечно же, наверное, это минус, потому что каждый килограмм на мотоцикле, он чувствуется и, ну, не знаю, насколько это повлияет на управляемость и на все остальное. Ну и давайте посмотрим, как это будет выглядеть, когда я сижу на мотоцикле. Ну вот, собственно, при моей ровной посадке у меня остается еще пространство небольшое между мной и чемоданом. Но я это сделал, во-первых, для того, чтобы на каких-то кочках мне чемодан не лупил по спине. А во-вторых, потому что я планирую вот на эту стенку сделать что-то типа крепежной сетки, чтобы в дороге, когда вот какие-то мелкие вещи, там может быть чехол от мотоцикла, туда крепить. И, во-первых, ну, дополнительное место для груза, а во-вторых, это будет мягкой спинкой, на которую я в дальней дороге смогу облокотиться, поставить ноги на свои выноса и ехать по трассе. Вот, по сути, видите, руки на руле, уже немножечко могу разгрузить спину. Поэтому вот еще один небольшой плюс от этого кофра. Ну и по итогу, друзья, признаюсь честно, я вот сейчас безумно доволен тем результатом, который у меня получился с этим проектом. Да, мотоцикл прибавил немножко в весе, да, вот эта вот непонятная форма чемодана с колесиками, но с другой стороны, теперь подъезжая к какому-то отелю, я отстегиваю чемодан, поднимаю ручку и качу его за собой в номер, мне очень удобно и легко. Плюс ко всему, когда я сгружаюсь с мотоцикла, вот сюда на крышку я могу еще примотать там и куртку бросить, и шлем, и все остальное. Соответственно, мне будет намного проще весь свой багаж, который нужно перенести в гостиницу, за собой укатить. Ну и плюс ко всему, когда я этот чемодан отстегиваю и оставляю дома, у меня на мотоцикле прекрасная площадка, к которой я, по сути, могу крепить любые грузы. Подводя резюме этого проекта, конечно же, не претендую на то, что вот это вот суперпроект и всем нужно делать так, как я. Я всего лишь делюсь с вами своим опытом и своими мыслями. Я это пережил, а значит, если вас это заинтересует, вам уже будет реализовать это намного проще. Как покажет себя этот чемодан в путешествиях, как он будет вести себя на мотоцикле, будет ли мне с ним комфортно, или он отвалится у меня через 50 километров, или я его сам оторву и выкину и скажу, что это было ужас. В любом случае, честный вам ответ на эти вопросы я дам, но дам, наверное, уже в конце сезона. Ну и что по итогу, друзья? По итогу получился неоднозначный проект. Я понимаю, что кто-то из вас, наверное, меня поддержит, а кто-то и посмеется, скажет, что какую-то чушь ты опять выдумал. Но, тем не менее, реализовав этот проект, у меня появился дополнительный опыт. Я, по сути, по итогу получил то, что я хочу, и теперь этот результат я буду в сезоне 2021 года всячески тестировать. Ну, а по окончании сезона, конечно же, дам вам честное свое мнение о том, зашла мне эта тема или нет. От себя, друзья, хочу пожелать вам не бояться экспериментировать, прикручивать к своим мотикам именно то, что вам кажется нужным, ну и, конечно же, путешествуйте. И всем добра!